мы решили спрятаться. Привет. И спрятались. Красивое местечко. Кафе. Как-то здесь нас уже не встречают, видимо, утро, суббота, дожди. Из такой хохотушки. В общем, в Туле холодно, ветер, прямо пуст. Колокола бьют. Туда не пускают. Там закрыто. Да. Сначала в одном магазине нас попросили 100 рублей перевести на карту. И когда мы на 2 минуты завешались, нам сказали: что вы, мне же срочно, вы должны мне помочь. Вот. Потом мы зашли в кафе и спросили: а у вас тут самообслуживание? Нас спросили: в каком смысле? В каком смысле может быть еще самообслуживание? Я не знаю, что в кафе обслуживают. В общем, смысл мы не понимаем. Да. В общем, даже несмотря на это, мы любим Тулу. И любим туликов, потому что это прекрасный город, красивый. Мы, к сожалению, не сможем по нему погулять из-за жуткого дождя. Но зато, с ветром, который сносит. Но зато мы сможем походить по знаменитым тульским музеям, где представлены знаменитые тульские бренды. А сейчас мы пьем кофе, набираемся сил. Вот смотрите, это главная площадь, где стоит Тульский Кремль. То есть мы находимся совершенно в 2 шагах от Тульского Кремля, и здесь находится настоящий Тульский двор, той старой Тулы, заброшенный. Вот смотрите, такое крылечко, такой дворик, даже чем-то на Южный похож. Крылечко, потом, сейчас я пытаюсь, посмотрите. Такая милая провинциальная тура. Двор закрыт, уж заикаться начала от холода и дождя. Двор закрыт, мы не сможем сюда попасть. А вот это сарайчики. И совсем рядом с Кремлем. Я думаю, его переделают, но какая прелесть, да? Какая прелесть вот в этих старых полузаброшенных дворах. Кстати, такие же были и в Москве. Так, первый наш пункт. Объявляй. Музей гармонии деда Филимона. Здравствуйте. Рада приветствовать вас в музее гармонии деда Филимона. Меня зовут Анна. Играть нам сегодня будет профессиональный музыкант Николай Кузьмищев. Далее мы с вами поедем в город Череповец, откуда в 19 веке везли вот такие вот маленькие гармоники, называются они черепашкой. Николай, ну что-то больно большая черепашка, прям с 1,5 ладошки. А ты хочешь не с 1,5, а с ладошку, да? Ну, с ладошку, так с ладошку, можно с ладошку. Я думаю, можно со спичечный коробочек, на десертик, так сказать. Ну, со спичечный коробок, так со спичечный коробок. В нашем музее такая гармония найдется. Ну и давайте ненадолго мы с вами вернемся в Тульскую губернию. И стоит отметить то, что большой вклад в развитие гармонного промысла внес наш туляк Николай Иванович Белобородов. Он с детства увлекался игрой на гармонии, был самоучкой, и была у него такая мечта сделать из гармонии серьезный инструмент, на котором можно было бы исполнять сложные классические произведения. Ну, например.
Кстати, по поводу аккордеона в России. По директиве Минкультуры от 1948 года аккордеон был признан фашистским инструментом. Да, потому что везли очень много, скажем так, трофейных инструментов, итальянских и немецких, и на нем запрещалось играть на большой сцене. То есть дома было можно, в кафе и ресторанах было можно, а на большой сцене нельзя. Ну и настало время, в общем-то, нашего самого любимого всеми женщинами экспоната. Да? Дело в том, что сапожок-то в Туле вещь универсальная, потому что и на женской ножке поносить можно, и самовар жаровый растопить можно. А в нашем музее говорят, что сапоги-то и те играли. Помоги мне, помоги Не виноватая я, он сам пришел. Да. Ну, на этом наша экскурсия, к сожалению, подошла к концу. Вы большие молодцы, поэтому себе любимым громкие аплодисменты. Ой, да, это была впечатляющая, очень интересная экскурсия, завораживающая. Всех, даже детей, вовлекли в процесс. Великолепный гармонист, баянист, гармонист. Мне кажется, он на всех инструментах играет. Но они превратили посещение музея в театр, в музыкальный концерт и в караоке. В общем, такой, знаете, все 3 в одном называется. И после этого музея ощущение было такое радостное, знаете, вот как будто в караоке попел или с друзьями, выпив там 100 граммов, тоже оторвался по Не полной забыл программе. встретиться. Да. И вот такие довольные и счастливые мы отправились во второй музей тульского бренда. То есть вот когда мы произносим слово Тула, сразу возникает какое слово? Оружие. Нет, пряник. Это, ну, кстати, и оружие тоже. Оружие мы посетили, но об этом попозже. Все-таки как велика тяга народа к искусству. Дождь, холодрыга, и в музее тульского пряника стоит длинная очередь. Вот я сижу, стою и думаю, нужен мне этот тульский пряник, не нужен, но, видимо, ответственность при общении к великому меня держит здесь. Но другой вопрос, очень забавная была сценка, тут же очень много детей. Я проходила мимо девочка и говорит, -1 музей. Грубо говоря, непонятно, кто в этих музеях особо нуждается, взрослые или дети. То есть взрослые составили такой, двигается очередь, взрослые, желая развить своих детей, приобщить к русским традициям, составили такой очень плотный график посещения музеев, и дети, любя своих родителей, жестко следуют этому графику и, видимо, все время вычитают очередной музей для того, чтобы вообще найти время, чтобы поиграться и вообще ничего не делать. Нахрен это развитие? Дайте детям отдохнуть. Вот вообще вся жизнь путешественника состоит из мини-курса обломов. Ну, в смысле, обломаться. Вот я сейчас в очередной раз обломалась, потому что, простояв огромную очередь, я подошла к двери музея тульского пряника, и там почему-то написано, что запрещено снимать на фото- и видеоаппаратуру и записывать звук на диктофон. Они, наверное, перепутали секретный завод по созданию секретного оружия с музеем тульского пряника. Две небольшие комнаты. Витрины с разными пряниками. Все. Ну, я понимаю, что там должен быть экскурсовод, который расскажет, но если экскурсовода нет,
Почему не какие-то не повесить тексты, где рассказывается об истории тульского пряника? Почему какие-то фотографии интересные не положить, какие-то приспособления, с помощью которых тульский пряник делался? То есть, знаете, нате Боже, что нам не Боже. Учитывая, что пряник тульский это реально, это общемировой бренд, вот так отнестись к созданию этого музея, ну это просто, это чистой воды халтура. Я была настолько недовольна всем, потому что мы ожидали большего, и мы любим тульский пряник, читаем его. То есть плохо, не понравилось. И третий музей оружия. Ну это круто. Всегда готовлюсь очень ко всем своим поездкам, к экскурсиям и читаю много о том, что я собираюсь посетить, но грешна, я ничего не читала об оружиях, потому что читая, не читая, я ничего в этом не понимаю. Ну реально. Поэтому сегодня я не буду вам рассказывать, как оружие, откуда оружие пришло, для чего оно предназначалось. Я буду смотреть на оружие со своей женской точки зрения. Посмотрите на эту масипусечку. Вот сравните эту масипусечку с моей рукой. Посмотрите, она же маленькая. Что это такое? Несс, что это такое? Как это называется? Это настоящее оружие, что ли? Действующая модель. То есть это модель, то есть которая не стреляет, но, в смысле, стреляет? Обалдеть! Масипусечный, вот с мою руку. Немножко длиннее моей руки. Представляете? Какая симпатяшка. Мне, как девочке, больше всего понравились такие маленькие пистолетики дамские. Я почему-то вспомнила эпизод из своей журналистской жизни. Мы снимали фильм на Петровке 38, фильм к 850-летию Москвы, и нам показали музей Петровки 38. И там были самые неожиданные, самые необычные оружия, в том числе сделаны такими народными умельцами. И там был пистолетик, вот я не вру, вот такой, малюсенький пистолетик, потому что я сравнивала с губной помадой, он был немножечко длиннее. И мы сняли, как я кладу этот пистолетик, чтобы показать, насколько он маленький, мы сняли, как я кладу этот пистолетик в свою косметичку. Сняли несколько дублей, на последнем дубле я закрыла косметичку, положила ее в сумку, и мы там пошли снимать, и по окончании съемок идем к КПП, и вдруг за нами бежит директор музея и на всю Петровку 38 кричит: «Девушка, вы забрали пистолет!» У меня было ощущение, что, знаете, меня застали на месте преступления. Я никогда себя так страшно и жутко стыдно не чувствовала. И я открываю косметичку, и там мы находим тот маленький пистолет, который мне так понравился. В общем, ситуация была и смешная, и трагичная, и комичная одновременно. Но вот с тех пор я и питаю какую-то слабость к вот таким маленьким, изящным пистолетикам. Вот любим мы, девочки, украшения. И оружие мы выбираем либо маленькое дамское, либо какое-то сильно красиво украшенное. Вот посмотрите, это же произведение искусства. Это же не оружие, это так, чтобы на плечо положить и сказать: какой я понтовый мужик. Посмотрите, какое у меня богатое оружие. Вот. Ну и чтобы дамам тоже нравилось. Ну, оружие реально крутое. Красота. А это уже украшение оружия в советское время. Вы знаете, там почетным гостям, генеральным секретарям и прочим людям дарились.
такие красивые оружия. Вот эта деревянная рукоятка и мастерски вырезанные узоры на ней. Очень красиво. Но если говорить о пулеметах, то, опять же, с женской точки зрения, то, конечно, мне больше всего почему-то сразу приходит в голову Анка-пулеметчица. Чапаев. Фильм Чапаев, замечательный, гениальный фильм и замечательная Анка-пулеметчица. Так вот, долгое время Анка-пулеметчица была эталоном женщины, советской женщины, которая и не только может борщи варить, но может и родину защищать. И наравне с мужиками таскать эти пулеметы, лежать в окопах и тому подобное. Слушайте, как хорошо, что сейчас изменился женский эталон. Все-таки сейчас женщина, хоть и все ее обвиняют в феминизме, но, по крайней мере, она остается женщиной слабой, красивой, женственной, которая любит украшения, наряды и тому подобное. Поэтому бог с ней, с Анкой-пулеметчицей, пусть она остается в прошлом, а мы будем девочками. Ну и что ты там видишь? Не видно ничего. Слушай, а ты вообще стрелять умеешь? Да. Ну как, хорошо стреляешь? Ну, в тире, когда у нас была военная подготовка, выстрелила 2 в девятку. Ну, это один из самых лучших показателей, лучше десятка. А один ушел за первое колечко маленькое. Ты представляешь себя в роли снайпера? Да нет, конечно, ты что. Я вообще себя в роли военного не представляю никаким образом, и войну не хочу никогда. Что я хочу сказать в заключение нашей поездки, это были сумасшедшие 3 дня. Сумасшедшие 3 дня таких открытий. Я открывала для себя ту Россию, которую я не знала. Ну, все знакомы с каким-то красным площадь, Санкт-Петербург, Тулу, понятно, Тульский Кремль и прочее, но Ясная Поляна, да. Но в Тульской области, вокруг Тулы, столько удивительных, потрясающих мест, исторических маленьких городков с удивительными домиками, с удивительными площадями, с какими-то улочками, с храмами, где хранятся удивительные иконы. Оказалось, что в Тульской области есть какие-то уникальные природные объекты. И вот не просто, знаете, речка склон и полюбовались на русские березки, а это какие-то фантастические природные богатства. Вот мы были на Романских горах, ну это же масса. И все это я не только где-то выкапывала, я всю эту информацию нашла на портале, туристическом портале Тульской области. Молодцы большие, они собрали, свели это все, сортировали по разным статьям, по разным городам, и я в восторге. Я в восторге от Тульской области. Это в очередной раз подтверждает наша трехдневная поездка, которая стоила нам совсем немного денег. Я потом посчитаю, скажу, сколько стоил этот день. Она обошлась нам совсем недорого, но по качеству впечатлений, по мощности, это очень дорогая поездка. Дорогая нашему сердцу и дорогая нашему уму. Так что, друзья мои, в очередной раз призываю вас, путешествуйте. Не обязательно это далеко и дорого. Путешествуйте, получайте впечатления и делайте это за разумные деньги. Правильно? Да, согласна. Пока-пока. Пока-пока.